Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. В этом выпуске мы вам покажем самые красивые пляжи Канкуна. А также попробуем много вкусной еды. Друзья, мы приехали в Кондо. Здесь находятся наши апартаменты. Посмотрите, как красиво и аккуратненько они выглядят. Находятся на очень спокойной улице. И мы даже припарковали здесь свою машину. Для того, чтобы войти, необходимо ввести код. Вам его присылают на букинге после резервации номера. Открываем дверь. И здесь есть выбор. Либо уже проходить в комнату, наша комната располагается на третьем этаже, либо пойти в бассейн, который находится в этом кондо. Что мы сейчас с вами и сделаем. Здесь красивая зеленая зона для отдыха. Здесь можно устроить небольшой пикник, потому что есть 2 столика. Сам бассейн, лежаки. Как видите, сейчас никто здесь не отдыхает. Несколько минут назад здесь бегали детишки. Бассейн ежедневно чистят, так же, как и комнаты. И сейчас давайте пройдем в нашу комнату. В Канкуне мы арендовали себе студию. Это такой формат кондо, я думаю, многим знаком по Азии. То есть это такой дом, в котором можно арендовать студию, маленькую квартиру, и будет и бассейн. Находится, кстати, в центре Канкуна, поодаль от пляжа, но зато посмотрите, какая хорошая кровать, какая чистая эта студия, новенький кондиционер. Знаете, вот номер скромный, но есть абсолютно все, даже небольшие украшения на стенах. Открывается вид на центр Канкуна. Недалеко находится торговый центр Лас Америкас. Здесь у нас есть телевизор, хороший интернет, даже мы можем заливать видео спокойно. Есть холодильник, даже кофеварка, и вы смотрите, положили кофе. То есть не нужно покупать большой пакет кофе, потому что здесь о вас уже позаботились. 2 кружечки, салфеточки, мусорное ведро даже, знаете, вот, ну, аккуратно, очень предусмотрительно. Помимо этого есть и утюг, и покрывало, если вдруг нужно будет, если вдруг замерзнете, фен, 2 полотенца, необходимые полочки для вещей, вешалка, гладильная доска, сейф, зеркало в полный рост. Поэтому весьма недурно. Помимо этого, давайте посмотрим ванную комнату. Здесь тоже есть зеркало, полотенце для лица, для ног, раковина. Новая сантехника, прям видно, что новый. Сам вот этот вот кондо, видно, что построен не так давно. Мыло есть, унитаз, понятное дело. Положили также 2 мыла, шампунь, ну и душ. Все супер, и главное чисто, нет никаких лишних запахов. Сейчас мы уже вышли из наших апартаментов, собираемся поехать в зону ательера, смотреть самые красивые пляжи Канкуна. А поедем мы с вами на автомобиле, который арендовали еще в Мериде на целых 3 месяца. Очень неожиданно хотели мы зайти в Starbucks, но оказалось, что здесь даже есть авто Starbucks, то есть как Mac авто, только Starbucks авто. Вот поэтому сделали заказ
прямо из машины, заказали кофеечек с утра. И теперь едем его получать в соседнее окошко, видимо. Да, там даже удивляется, что мы снимаем на видео, потому что для нас, конечно, это новинка, что помимо того, что есть маковка, также еще и Starbucks. Сейчас мы оставили машину на парковке возле театра Канкун и собираемся посмотреть первые пляжи, которые у нас на пути в самом начале зоны ательера. Сейчас мы проходим знаменитую вышку, с которой открывается вид на Канкун. Возможно, чуть позже мы ее тоже посетим. Проходим пиратский корабль, на котором проходят различные шоу. В общем, идем пешочком до пляжа, потому что с парковками здесь не так все просто, и мы припарковались чуть поодаль. Сейчас мы уже дошли до первого пляжа, он называется Плая Лангоста. Шли порядка километра, но, как оказалось, здесь также есть удобная парковка. Мы о ней не знали, поэтому немножко прогулялись. Пляж Лангоста — это один из самых первых пляжей, который располагается в самом начале косы, зоны ательеров. Сюда проход свободный. Отдыхает, мы видим, много и местных жителей, но здесь не очень комфортно, наверное, потому что здесь и водорослей много, и в купании достаточно маленькое пространство, которое огорожено буйками. Вот, мы чуть дальше, чуть позже с вами отправимся на другие пляжи, они будут более зрелищными, более красочными. Что касается инфраструктуры, то мы видим, что большинство людей здесь загорают, просто расстелив какое-то парео, либо полотенце. Есть платные лежачки. Вот Тома сейчас пытался узнать, есть ли здесь туалеты, душевые. Ничего нет, ни душевых, ни туалетов, ни раздевалок. Но еще я заметила, что многие сюда местные приезжают и ставят себе палатку. Но не для того, чтобы остановиться здесь на ночь, а для того, чтобы там расположиться, положить чипсики, устраивать ничего. Ну да, и от солнца навеса будет. Да, очень удобно. Давайте подойдем поближе к водичке, чтобы хотя бы ее потрогать, понять, насколько она теплая и не теплая. Очень сильно дует ветер, и поэтому, несмотря на то, что обычно на этом пляже нет никаких волн, сегодня присутствуют небольшие все-таки волны, но достаточно мелко. Водичка прохладная, думаю, Кириллу бы это понравилось. Ну и плавают немножко водоросли, но сама по себе вода действительно чистая. На самом деле, уже выходя из пляжа, мы здесь обнаружили и душ, и туалет. Можно ополоснуться, и ножки помыть, и в туалет зайти, оставить уборщице небольшие чаевые. Поэтому инфраструктура здесь присутствует. Ну а мы сейчас возвращаемся обратно на нашу парковку и поедем уже смотреть другие пляжи. Сейчас мы выезжаем с парковки. Она тоже, конечно же, платная. Причем здесь цена чуть дороже, чем вы паркуетесь обычно в торговых центрах. Здесь это стоит 30 песо, обычно это стоит 13 песо плюс 5 песо за каждый час. Но, как я уже говорил, что можно парковаться прямо возле общественного пляжа. Там есть парковочка, и, похоже, она, кстати, даже была бесплатной. Проехали мы несколько километров, припарковались. Можно было припарковаться и в торговом центре, можно здесь возле магазинчиков. Также мы на карте видели, что возле пляжа, к которому мы направляемся, есть бесплатная парковка, но в ней мы сомневаемся. Сейчас мы туда пешочком пройдемся, посмотрим, есть ли действительно там бесплатная парковка. Если нет, то нам тоже идти недалеко. Вот картину, которую мы видим, то есть чуть поодаль парковка — это приватная, а здесь парковка бесплатная, но здесь негде встать. Здесь буквально на 20-30 машин рассчитано парковочное место. Чуть поодаль еще немножко, но я бы не стал рисковать, не стал бы подъезжать прямо к пляжу, поэтому
Остановились, прошлись метров 200. Большой торговый центр рядышком, множество магазинчиков, можно там спокойно припарковаться. И уже выходим к пляжу. Первое впечатление, на самом деле, весьма удивительное. Пляж Караколь, он считается, скажем так, последним пляжем на изгибе носика, который должен быть без волн. Но сейчас, видимо, потому что ветреная погода, мы видим и волны, видим большое количество людей, но самое главное, это лазурная, чистейшая вода, очень красивая. Немного прогулявшись вдоль пляжа, мы без проблем нашли себе место в тенечке. Здесь, конечно, можно расположиться и на лежачках под зонтиками, но это уже платная услуга, поэтому мы расстелили парео и наслаждаемся шикарным видом. Пляж Караколь. Переводится, кстати, он как улитка. Мы на самом деле очень удивлены тому, что здесь такие волны, потому что сколько мы не смотрели обзоров, не читали, все время про этот пляж говорили, что он спокойный, предназначен для отдыха с детьми. Если вы хотите волны, нужно ехать дальше, уже, скажем так, на вторую часть косы, потому что общая длина зоны ательера 20 километров. И мы сейчас находимся вот порядка 8,5-9 километров как раз проехали. И после этого лишь должны были начаться пляжи с волнами. Но, как мы видим, сегодня волны тоже здесь есть. Но мы на самом деле этому только рады и идем купаться. Ура! Ребята, это просто топовый пляж. Я в полном восторге. Вода чистейшая, водорослей никаких нет, небольшие волны, на которых можно попрыгать. Очень здорово. Да, Карибское море нас не перестает радовать. Потрясающий, потрясающий отдых. Потрясающие пляжи в Канкуне. Недаром они входят в топ рейтингов самых лучших пляжей мира. Из развлечений мы здесь видим водный мотоцикл, который пользуется большим спросом. Люди постоянно на нем катаются. Есть специальная зона, огражденная именно для купания и для, скажем так, парковки этих водных видов транспорта. Открою небольшой секрет для девочек, которым вдруг нужно будет переодеть купальник. Через дорогу от этого пляжа есть Starbucks. И там спокойно можете войти, причем вас приветствуют и говорят, да, вот туалет на втором этаже, можете пойти переодеться, даже можно не покупать напиток. Но, возможно, мы, конечно, просто не нашли переодевалку, душ и туалет. Но я метров 300-400 прошла. Да, здесь пляж достаточно большой. Разный, он разделен, можно сказать, пирсами, различными мостиками, дорожками, вот, поэтому... В целом тут есть отель, и там можно зайти в душ. Ну, значит, душ здесь совсем рядышком есть. С этого пляжа также вдали можно наблюдать остров женщин или Исла Мухерес. Надеюсь, скоро мы туда отправимся тоже, на этот остров, съездим с экскурсией, посмотрим. Но и как раз за счет этого острова на этих пляжей меньше волн, потому что волны разбиваются еще от тот остров соседний, поэтому сюда не доходят. Сейчас мы уже вышли с пляжа Караколь и пешочком отправляемся к соседнему пляжу. Скоро будет очень шумно, должна играть громко музыка, потому что этот пляж располагается рядом с самым популярным ночным клубом, который называется Кока Бонго. Именно здесь снимался фильм «Маска». Возле этого клуба часто можно встретить актеров, которые за денежку предлагают сфотографироваться. Они в образе Джима Керри,
с зеленым лицом, как в фильме «Маска». Сейчас посмотрим еще, сколько стоит билет в клуб Кока-Бонго, потому что в свое время цены начинались от $70, потом они все стали выше, выше, выше. И сейчас я просто не представляю уже цену. Сейчас мы уточнили цены перед входом в Кока-Бонго. Всех зазывают, рассказывают. В общем, друзья, чтобы попасть на это шоу, во-первых, оно есть днем. Там просто играет музыка, дискотека, напитки. Это стоит порядка $112. Если вы хотите попасть на вечернее шоу, то есть после 6 вечера, по-моему, даже в 9 часов открывается клуб, в 10 часов стартует шоу, то минимальная цена $142. Если вы хотите какие-то VIP-места, чтобы вы сидели, чтобы у вас был официант, тоже с напитками, на втором этаже, по-моему, то это стоит $200 человека. Вот такие сейчас цены, друзья. И прямо возле клуба Кока-Бонго располагается вход на пляж Гавиота Азуль, переводится как «Голубая чайка». При входе есть магазинчик 7-Eleven, там, правда, всегда очень многолюдно. На пляже, вы сейчас слышите, наверное, да, играет музыка. И здесь она постоянно, начиная с часу дня, здесь постоянно играет музыка из клуба Кока-Бонго. Вот за нашей спиной сейчас идет вечеринка в клубе Кока-Бонго. Пенная вечеринка, дискотека. То есть здесь даже до 6 вечера, которая программа у них проходит, и то очень-очень весело. Я представляю, что здесь творится на вечернем шоу, которое начинается в 10 часов. Сегодня суббота, возможно, поэтому еще на пляже Яблоку негде упасть. Огромное количество людей, еще больше, чем на прошлом пляже. Но атмосфера, конечно, веселье. Правда, солнышко немножко сейчас ушло за тучки. На этом пляже мы также расположились на Парео, слились с массой людей, которые здесь отдыхают. В отличие от прошлого пляжа, здесь достаточно широкая береговая линия. Как я уже говорил, громко-громко звучит музыка. Но море Карибское все по-прежнему прекрасное. Примерно такие же волны, даже чуточку побольше. Совершенно нетипичные волны для этого места. Обычно здесь море спокойное, а сегодня достаточно большие волны, особенно чуть подальше, если пройти метров еще 30. Но водичка все такая же приятная, теплая, чистая. Купаться одно удовольствие. Удовольствие под ногами. И под ногами мелкий-мелкий песочек, как мука. Никаких водорослей, видно, что здесь все убирают, ухаживают. Так, ребят, я продолжаю отдыхать, ем скитлс. Кирилл искупался, видимо, было классно, потому что я видела, как он прыгал на волнах. Ну, а я просто загораю на солнышке. А на самом деле мы сейчас загораем, и сверху развивается красный флаг. Это обычно значит, что купаться нельзя, но большинство людей это не останавливает. Это не просто какой-то бич-клуб, это бич-клуб. Здесь также танцуют девушки. Атмосфера на этом пляже, конечно, совершенно особенная.
многие пританцовывают, пьют алкогольные напиточки. А ты когда купался, ты тоже в воде пританцовывал на волнах, да? Ну, кстати, с воды прям еще больше открывается панорама всего пляжа. То есть видно различные бич-клабы, видно много людей. В общем, атмосфера классная. Сейчас мы уже ушли с шумного пляжа, дошли до парковки, где припарковались, забежали в магазин. Наиболее популярны здесь магазинчики Окса, либо иногда бывает 7-Eleven, но в данном случае это был Circle. Взяли там томатный сок. Но это не просто томатный сок, это похоже на гаспачо, потому что здесь и лимон, и сальса, и что-то остренькое. В общем, вот так это все выглядит. 25 песо, друзья. Мы просто увидели, что на пляже все сидят и пьют томатный сок, нам тоже захотелось это сделать. Да, томатный сок пьют. Ну, в основном, конечно, пьют там текилу или пиво, но томатный сок тоже бывает, что пьют. Сейчас мы садимся в автомобиль. Мы решили поехать обратно к нам в номер, немножко переодеться, помыться, и потом вновь вернемся в зону ательеров, чтобы сходить в ресторан и вкусно поужинать. А завтра продолжим уже путешествие, заедем на другие пляжи, не менее живописные. Сейчас очень высокий сезон, потому что скоро будет Рождество. Поэтому забронировать место где-то в ресторане в зоне ательеров будет достаточно сложно, но удалось это сделать. Мы выбрали сегодня для ужина Каза Руанди, поэтому сейчас пойдем туда кушать. большая порция, так еще он подается с сыром пармезан и с трюфелем. Этот аромат, просто волшебный аромат. И кусочки, они просто тают во рту. Еще добавлен бальзамический соус и руккола. Это, конечно, божественно вкусно, потому что каждый кусочек, он просто супер нежный. Обратите внимание на салат с сыром буррата. Здесь получается сам сыр буррата, очень много рукколы, здесь также инжир
и похоже на хамон паршута, да? Прошутто. Паршута, да. Паршута это Юль Паршута, певица. Вот. А здесь, ну, не знаю, давайте немножко попробуем. Вот так вот сразу сделаю. Сыр буррата. Он должен быть холодный. Обычно подают его холодным. Попробуй. Немножко рукола. Да, он очень холодный и очень-очень вкусный. Ну, нежная структура такая творожная. Ну, если вы не пробовали сыр буррата, то обязательно просто попробуйте, потому что это сложно передать словами. Okay, ready? It's very soft. Ребята, я обожаю ризотто, и когда мы приходим в итальянский ресторан, я обязательно его заказываю. Вот, здесь у меня ризотто с томленым мясом, которое томится от 4 до 8 часов. Нежное ризотто с дикими грибами, и мясо очень нежное, и ризотто вкусное, настоящее итальянское. О, я в восторге. Так, друзья, пробуем стейк. Прожарка medium rare получилась у нас. Смотрите, какое розовое мясо. Нам предложили его еще немножко доготовить, но я сказал, нет, вполне достаточно, друзья. Очень много перчиков, каких-то специй. Розмаринчик, наверное, чувствуется хорошо, да? Это подается с овощами на гриле. Друзья, как вам такой ресторан? Ресторан высокой кухни. То есть каждое блюдо было произведение искусства, будь то закуска, основное блюдо или даже кофе. В конце мы заказали просто кофе. У меня был кофе с анисовым ликером, и это все равно все горело, дымилось. То есть потрясающее место. Мы вам крайне рекомендуем, оставляем точку в описании. Это было как настоящее шоу. То есть даже не нужно ходить в Коко-Бонго, чтобы посмотреть шоу. Приходите в этот ресторан и получайте эстетическое удовольствие. Конечно же, высокая кухня – это удовольствие не дешевое. Основные блюда стоят порядка, от, наверное, 40-50 долларов. Но мы получили огромное удовольствие. Да, и вам рекомендуем обязательно. Но на этом выпуск наш не заканчивается. Завтра мы продолжим смотреть самые красивые пляжи Канкуна. Ребятушки, всем доброе утро. Сегодня опять направляемся смотреть красивые пляжи в Канкуне.
Но вначале, как говорится, залог хорошего дня – это вкусный завтрак. Поэтому вначале отправляемся позавтракать. Мы пришли в кафе «Натер». Это очень популярное кафе среди местных, среди туристов. Это целая сеть. Здесь готовят очень вкусный кофе. И также кафе славится своей вкусной выпечкой. Сейчас мы заказали себе сок, кофе, булочки и ждем наши завтраки. Заказали себе 2 завтрака. У меня омлет с лососем, со шпинатом. Здесь также идет авокадо, сыр Филадельфия. А у Томочки? У меня тосты со шпинатом, тоже с авокадо, лосось, лучок. Выглядит все очень вкусно, пахнет также вкусно. Нужно все это быстрее пробовать. Да, наши завтраки похожи, только у Томочки тост, а у меня омлет. Превосходное сочетание рыбки солененькой с авокадо, с яйцом. Очень нежно, еще шпинатик здесь. Блюдо потрясающее. Недаром это кафе всегда полное, особенно на завтраках, я думаю, первый половине дня. Взяли мы пару булочек с собой, потому что еще полдня мы сегодня проведем на пляже, по крайней мере планируем это сделать. Покажем вам еще 2 самых интересных пляжа, которые находятся чуть поодаль в зоне ательера. Как мы уже говорили, мы передвигаемся на автомобиле арендованном. Но если у вас нет автомобиля, вы можете либо доехать до зоны ательера, до пляжа, соответственно, на такси. Но это дороговато. А можете доехать на автобусе, который городской здесь курсирует, с названием R1. Стоит всего лишь 20 песо с человека. Как вы видите, большая, огромная улица, не очень удобно ее переходить, будучи пешеходом, потому что машины проносятся, даже не останавливаются, когда вы переходите дорогу на пешеходном переходе. Но зато удобно, автобусы прямо рядом, как я уже говорил, маршрут R1 или даже маршрут R2. Платите 20 песо и можете приехать на любой пляж в зоне ательера. Мы с вами приехали на пляж Марлин. Здесь обозначены какие-то рекомендации в начале, небольшие карты самого пляжа, где мы находимся. На этом пляже также есть и переодевалки, и душ, туалет, то есть вся инфраструктура. И этот пляж уже славится своими волнами, потому что он находится, скажем так, в дальней части зоны ательера. Сама зона это 20 километров. И мы уже приближаемся, скажем так, к его дальней, крайней точке. После этого пляжа мы посетим самый крайний пляж в зоне ательера. А сейчас полюбуемся пляжем Марлин. Сразу при входе на пляж бросается в глаза, ну, помимо того, что огромные волны, также есть инфраструктура. Вот зонтики, они совершенно бесплатные, но их очень мало. Вот здесь вот эти вот соломы. Их очень мало, поэтому они всегда заняты. Местные любят ставить палатки, как Томочка уже рассказывала вчера. На весь день прям сразу же здесь и оседают. Hola. Как мы видим, на пляже еще установлен красный флаг. Это значит, что купаться либо не разрешается, либо не рекомендуется. Но все равно мы видим людей, которые не глубоко, но все-таки проходят в воду и плескаются на волнах. Мы тоже сейчас последуем их примеру. We
gonna fly away. Can't wait to start again. We're gonna fly away. Can't wait to start again. Из всех тех мест, что мы побывали, для меня этот пляж номер один, потому что здесь широкая береговая линия, не играет громкой музыки, здесь спокойно. Здесь можно расположиться с своим лежаком, ну как не лежак с парео, поот для других людей, есть свободные места для купания, то есть больше как уединение, что ли, и огромные волны. Несмотря на большие волны, море очень чистое, прозрачное, красивое. Но мне кажется, сегодня море немножко холоднее, да, чем вчера было. Возможно, это из-за погоды, кажется. Ну да, немножко на улице такой ветер, не всегда выходит солнышко, но я засушила быстро, а для меня это показатель, что вода не холодная. Волна. Уху! Ребята, это не только топ Канкуна, вообще, это топ всех пляжей, на которых мы были, потому что для нас топ это Бали, это Сейшелы, а это Шри-Ланка, да, это все здорово, красиво, и здесь невероятно, еще и за счет того, что цвет воды, он, я не знаю, он такой лазурный, под ногами белый мягкий песочек, это великолепие. Немного опасаюсь я мочить камеру в соленой воде, поэтому сейчас оставлю камеру, ну а мы продолжим купаться, друзья. Стоит отметить, что мы, наверное, впервые за 2 дня вот так на пляже решили порелаксировать, позагорать, прям даже, наверное, больше, чем полчаса здесь лежали, загорали, но не забывайте, нужно обязательно пользоваться кремами, потому что солнце в Канкуне яркое, поэтому обязательно мажьтесь, чтобы не сгореть. Еще стоит отметить, что периодически ходит здесь спасатель, который контролирует людей, которые чуть дальше, чем нужно, заплывают, потому что сейчас, как я уже говорил, стоят красные флаги, и купаться не разрешено, но если хочется и не очень далеко, то можно, поэтому они вот контролируют по берегу, ходят всех людей, чтобы далеко не заплывали. Ну и уже по сложившейся традиции, друзья, на этот раз возле магазина Окси мы припарковались, там же мы взяли наш томатный сок любимый за 25 песо. Да, Я не знаю, что вообще происходит. Кирилл вроде не такой любитель томатного Не-не, сока. очень нравится, особенно в жару, хорошо. Смотрите, вот это вот кламато, прям всем рекомендуем. Вчера мы брали с вами кубинский, то есть он такой со стринкой, сальса, да. Кисленький. А это оригинальный. Это просто томатный сок, немножко соленый, вкусный. Да, тоже вкусный. Тоже вкусный. Еще видели какой-то сок, там свекла, морковь, что-то еще, да, тоже томат, но потом попробуем. Да, ну, в общем, для любителей томатного сока, класс. А сейчас мы двигаемся уже к самому крайнему пляжу. Самый крайний пляж на косе, в зоне ательера. Вот так выглядит парковка у пляжа Дельфинос. Длинная вереница из машин, которые стоят вдоль забора. Здесь помогает парковщик за символическую плату вам припарковаться, заехать на бордюр. Очень-очень много машин, но общественный транспорт, друзья, никто не отменял, потому что вот главная дорога, которая проходит вдоль всей зоны ательера. Этот пляж считается наиболее таким диким, потому что он как раз находится в самом конце зоны ательера. Парковка простирается вдоль
вдоль линии пляжа, вдоль забора. Парковщик за дополнительную плату небольшую вам поможет припарковать автомобиль. Вот сейчас мы проходим душевые, туалеты, поэтому здесь на самом деле в этом плане все очень удобно. Магазинчиков никаких нету, но зато есть красивое море. Также здесь есть табличка, возле которой все фотографируются. Табличка с надписью «Канкун». Чуть позже мы спустимся с вами вниз, посмотрим на самые большие волны среди пляжей, которые мы были. Получается, мы с вами ехали от самого начала зоны ательера, проехали 5 пляжей. И вот этот пляж, он будет как финальный венец в нашем небольшом путешествии по пляжам. Смотрите, как много желающих сфотографироваться с надписью «Канкун» на фоне моря. Вот такая длинная очередь. Очень странно, что на этот пляж нельзя приходить со своими домашними животными, потому что до этого мы видели, как мексиканцы ходят с животными и в музей, и в ресторан, вообще везде. В торговых центрах очень много. В торговых центрах очень много. Возможно, на пляж нельзя со своими домашними животными приходить, потому что здесь водятся игуаны. Хотя игуаны сами очень пугливые, боятся людей. Ну что, пришло время спуститься на пляж дельфина. Я обожаю различных животных, обожаю ящериц, игуан. И поэтому мне было интересно поискать их, но, к сожалению, я пока никого не вижу. Это, знаете, это вот как обычно говорят, что, вот, например, игуан здесь много. И мне, чтобы найти хоть одну игуану, нужно постараться это сделать. Но вообще нужно отметить, что на этом пляже очень красивая действительно природа, потому что посмотрите, какие необычные здесь растения. Именно характерное для Мексики. Такого ранее мы ни в одной другой стране не видели. Где-то среди этих маленьких растений еще растут кактусы. Но почему-то они здесь невысокие. Пока Тома ходила в поисках игуаны и показывала вам цветочки, я лично на пляже наблюдал картину, как здесь спасатели, которые не просто ходят и смотрят, знаете, как бы людей подгоняют к берегу, а еще и именно занимались непосредственно спасением людей, потому что вот пару ребят заплыло, казалось бы, не очень глубоко, не очень далеко, метров на 30-40 от берега, но здесь очень сильное течение, не сколько волны большие, сколько именно сильное течение, потому что если вы заходите чуть-чуть подальше, то обратно вернуться очень-очень сложно, поэтому нужно быть аккуратным. На этом пляже и на прошлом пляже вот самое сильное течение, поэтому мы сейчас, конечно же, ну, лично я, допустим, пойду искупаюсь, но буду делать это с большой осторожностью, и вам тоже рекомендую быть осторожными. Если вы выбираете пляжи без волн, или, знаете, как вот наиболее пологие пляжи, это вот первые 3 пляжа, которые мы вам показывали. Здесь уже пляжи, уже они с большими волнами, постоянно большими волнами, да, то есть здесь не бывает такого, что эти пляжи, они совсем такой штиль здесь, поэтому выбирайте сами ваш отдых. Все, друзья, дальше с камерой не пойду, положу камеру обратно и сам немного искупаюсь на этих волнах. Представляете, я смотрела, как Кирилл купается, и просто рядом с ним нырнул пеликан. Он практически мог дотронуться до него рукой, но он стоял спиной и даже не заметил, что нырнул пеликан.
и потом поворачивается, и там плывет огромная птица. На самом деле течение очень-очень сильное. Немногие отваживаются здесь купаться. В основном люди гуляют, смотрят, что-то здесь фотографируют, но купаются очень мало людей, потому что буквально метров 15-20 вы еще можете пройти в море, но дальше вас уже уносит течение, поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. В отличие от прошлого пляжа, на этом уже встречаются небольшие водоросли, как в воде, так и на берегу. Но это за счет больших волн и за счет того, что здесь уже инфраструктура не такая развита, и водоросли, видимо, не так хорошо убирают, как на предыдущих пляжах. В этом выпуске мы постарались показать вам самые популярные пляжи Канкуна. Они все муниципальные, вход на которые абсолютно бесплатный. Также стоит отметить, что все пляжи соединены друг с другом косой. Но пройти можно далеко не ко всем, так как они загружены отелями. Но можно пройти к ним через береговую линию. Мы проехали самые популярные пляжи на машине, по карте, вдоль всей косы, вдоль 20 километров. Эти пляжи нас вдохновили, они нас очаровали. Мы не ожидали, на самом деле, такой красоты здесь, такой чистоты воды. Все идеально. Мягкий песочек, яркий цвет воды, солнышко, просто великолепие. И если вам понравились эти пляжи, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Друзья, не забывайте поддержать это видео лайком, написать комментарий. Всем пока, скоро увидимся еще. До новых встреч, ура!